Всем панкейк! В мире существует огромное количество профессий. Кому-то нравятся творческие специальности, а кто-то любит возиться с цифрами. Выбор профессии, которой придется заниматься всю будущую жизнь, один из самых сложных выборов человека. Но что если вы не смогли найти среди обычных и скучных профессий работу своей мечты? Ведь бывают и такие специальности, которые способны удивить любого человека. В этой подборке мы собрали топ-10 самых необычных профессий со всего мира. И, возможно, одна из них именно то, что вам нужно. Не забывайте подписываться на этот канал, ставить лайки и писать комментарии. А также не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать наши новые видео. Вам мы желаем панкейкного настроения и погнали! Доильщик змей. Доить змеи? А почему бы и нет, если учесть, что за это платят до $60 тысяч в год? Может показаться, что получить эту работу не так уж и трудно. Ведь действительно, кто в здравом уме и рассудке согласится доить змей? Это, однако, заблуждение. Во-первых, для трудоустройства требуется образование в области герпетологии или как минимум зоологии. Во-вторых, специалист этого профиля зарабатывает до $60 тысяч в год. Работа, как это понятно по названию, заключается в извлечении яда из змей и других рептилий. Надой затем применяется в фармакологических исследованиях и в производстве лекарств. В частности, змеиный яд может использоваться для снижения артериального давления и профилактики тромбоза. Считается также, что он уменьшает риск инсультов и инфарктов. Камергер стула. Ассистент по ходу в туалет – это престижная работа? Если вы считаете, что нет, то вы глубоко ошибаетесь, потому что раньше такой человек имел большое влияние при дворе. Роль этого человека заключалась в том, чтобы ассистировать монарху в его походах в туалет. Работа считалась невероятно престижной. Камергер стула был в курсе самых сокровенных тайн короля или королевы, обладал немалым влиянием при дворе, а также выполнял важные поручения. Первый представитель этой профессии занял свою должность при Генрихе VIII, а отправил ее на свалку истории в 1901 году король Эдуард VII. Камергер должен был повсюду носить переносной туалет за монаршей особой, вместе с водой, полотенцами и умывальными принадлежностями. Считается, что он следил также за диетой своего подопечного, чтобы у того, не дай бог, не возникли проблемы с испражнениями. Живых пугал не бывает? Вы ошибаетесь, если считаете, что да. И в подтверждение этого вам британец Джейми Фокс, который неплохо на этом зарабатывает. Британец по имени Джейми Фокс, окончив университет Бангор, решил зарабатывать не полученными там знаниями, а переквалифицироваться в живое пугало. Работодателя, согласного платить за эту необычную услугу, удалось найти в Норфолке. Это тоже Великобритания. В обязанности пугала входит не допускать приземления куропаток на рапсовое поле площадью в 10 акров. Рабочая униформа Джейми выглядит следующим образом: ярко-оранжевое пальто, аккордеон и коровий колокольчик. Мужчине платят около $300 в неделю за то, что он сидит в шезлонге, читает хорошие книги и по мере надобности отгоняет прилетающих в охраняемые им владения птиц. Фокс превосходно справляется со своей работой. Фермер, нанявший его, заявил в интервью BBC, что в предыдущие годы он не добирал десятки тонн урожая, а сегодня не знает никаких проблем. Разве что приходится объяснять незнакомцам, почему по его полю бегает за птицами ярко одетый человек с аккордеоном. Если вы пришли на мероприятие, а через какое-то время вас уже тащат в мешке пара амбалов, то, скорее всего, вам не о чем беспокоиться, потому что это просто шутка от создателя мероприятия. Вы пришли на корпоратив, чтобы выпить или, если повезет, закрутить роман. В какой-то момент к вам подбегают громилы бандитской наружности, надевают на голову черный мешок и тащат на улицу в поджидающую их машину. Расслабьтесь. Если с вами действительно произойдет что-то похожее, вы стали жертвой профессиональных похитителей, которые не делают ничего противозаконного. Подобного рода розыгрыши в последнее время пользуются довольно большой популярностью, ведь быть похищенным – это очень весело, не правда ли? Если организатору мероприятия кажется, что оно может получиться скучным, он звонит в фирму, которая присылает устрашающего вида амбалов. Те крадут либо заказчика, либо его гостей. В подавляющем большинстве случаев все присутствующие находятся в курсе происходящего. Более того, исполнители заранее просят рассказать, на что согласен тот или иной похищаемый. Это превращает все действо в дешевый балаган, но таковы нынешние законы. Если похитить ничего не подозревающего человека, тот вполне может потребовать компенсации морального ущерба. Вам не хватает обнимашек? Тогда вам стоит заказать обнимателя. Правда, стоить это будет не так дешево. Тут, наверное, все предельно ясно по названию профессии. От ее обладателя требуется обнимать клиентов за деньги. В интернете специалисты этого профиля концентрируются на нескольких ресурсах, самым крупным из которых, вероятно, является
появляется CAD-лист. Здесь можно заказать поглаживание и ласки, адаптированные к потребностям клиента. У каждого обнимателя есть профиль, который можно внимательно рассмотреть, прежде чем обратиться к его услугам. Они, кстати, стоят весьма недешево. Оказывается, среднестатистический потребитель готов платить около $60 за доставленное удовольствие, которое, как понятно, не включает в себя интим. Если вы думаете, что доставать из воды велосипеды в количестве до 14 штук в год легко, то спросите об этом людей, работающих на манипуляторе в Амстердаме. Амстердам — это велосипедная столица мира, а также город, в котором очень много каналов. Приплюсуйте сюда то, что здесь легализованы некоторые наркотики, а голландское пиво имеет крепость 8 градусов. И вы поймете, что названные средства передвижения регулярно оказываются в водных артериях этого населенного пункта. Поэтому люди, которые занимаются вылавливанием велосипедов из каналов, востребованы как нигде. Они нанимаются государством и с помощью манипулятора, установленного на барже, достают со дна все, что попадает в их гидравлическую лопату. Часто им приходится поднимать автомобили. Каждый год местные водители умудряются затопить до полусотни единиц этой колесной техники. Что касается велосипедов, их извлекают значительно больше, до 14 тысяч штук. Дрессировщик уток? Это, наверное, только в цирке. В знаменитом отеле Пибоди, который находится в Мемфисе, штат Теннесси, существует штатная должность дрессировщика уток. Она была введена в 1940 году. За 8 лет до этого хозяин гостиницы по имени Фрэнк Шут ходил на охоту с друзьями и решил, что было бы забавно выпустить в фонтан заведения живую добычу, нескольких уток. Первым наставником пернатых стал бывший цирковой дрессировщик, который обучил их проходить каждое утро торжественным маршем с крыши отеля, где они жили, до фонтана, где они радовали своим внешним видом посетителей в течение дня. Традиция прижилась, и с той поры дрессировщик уток является непременным атрибутом гостиницы. В последние годы он ведет свой блог в интернете, сообщая всему миру о повседневной жизни и самочувствии своих подопечных. Если вы считаете, что похороны будут недостаточно трагичными, то вы можете нанять плакальщиков. Похороны не нравятся никому, если, конечно, они не пополняют банковский счет живыми деньгами. Профессиональные плакальщики — это, по сути, актеры, которых нанимают выразительно скорбеть на похоронах и поминках. Эти люди вживаются в роль, узнавая об основных деталях биографии покойного, чтобы суметь связно ответить на вопрос, почему они так горько рыдают, если кто-то из окружающих вдруг спросит их об этом. Клиенты нанимают плакальщиков, если боятся, что церемония будет выглядеть недостаточно горестной. Эта услуга актуальна, например, в Китае, где невероятно важны внешние условности на мероприятиях подобного рода. Профессия постепенно приживается и на Западе. Актриса Диана Крюгер, известная ролями в «Бесславных ублюдках» и «Трое», подрабатывала плакальщицей с 12-летнего возраста, и, по ее словам, именно на этом поприще почувствовала вкус к лицедейству. Если доставка вашей пиццы задерживается, то вы не должны беспокоиться, потому что, скорее всего, ее доставляет подводный доставщик пиццы. Первым представителем этой профессии стал инструктор по подводному плаванию из Флориды по имени Энди Болл. Он доставляет пиццу на 8-метровую глубину и кладет ее в специальный приемник гостиницы, который называется «Подводный домик Жюля». Энди вынужден использовать 20-килограммовые грузила, призванные компенсировать плавучесть герметичного ящика, в котором находится пицца. Также ему приходится удерживать контейнер ровно, чтобы продукт не скомкался и не потерял товарный вид. Американец признается, что несколько раз вода все-таки попадала вовнутрь. Гостиница, названная в честь Жюля Верна, берет с постояльцев около $400 за сутки, так что воспользоваться столь необычной доставкой им, как кажется, вполне по карману. Если вы думаете, что за грабеж вас посадят в тюрьму, то вы глубоко ошибаетесь. Джим Стикли грабит банки с 1992 года, и до сих пор он на свободе. Джим Стикли начал грабить банки в 1992 году и сделал это уже более 1000 раз. Об этом все знают, но никому даже в голову не приходит посадить этого человека в тюрьму. Дело в том, что он на самом деле тестирует систему охраны финансовых учреждений. О грядущем ограблении знает только вышестоящее начальство. Обычные же банковские служащие понятия не имеют, что он их проверяет. Чаще всего Стикли прибегает к обману. Переодевшись техническим работником, он просит персонал отвезти его в денежное хранилище. Он может прикинуться пожарным, дезинфектором, водопроводчиком, электриком. Оказавшись внутри, Джим с помощью кей-логгера проникает в местную компьютерную сеть и крадет номера кредитных карт. Это может показаться удивительным, но за 27 лет работы грабителя ни разу не разоблачили. В настоящее время Джим Стикли возглавляет компанию Stickley on Security, которая работает в сфере финансовых
финансовой безопасности. А вы хотели бы попробовать себя в одной из сегодняшних профессий? Не забывайте делиться в комментариях своим мнением по поводу сегодняшней подборки, а также напишите о профессии своей мечты. Подписывайтесь на этот канал, ставьте лайки и не забывайте нажимать на колокольчик. Спасибо за просмотр и всем пока!